Когда люди бесследно исчезают, не оставив ни намека на причину, общественность рождает новую легенду и мистическую историю, в которой появляются призрачные силы, древние эльфы и пришельцы. История бесследной пропажи 3 смотрителей маяка с островов Фланнан именно об этом. Остановившиеся часы, ни следов крови, ни посиневших и разбухших трупов. Рассказываем, при чем здесь эльфы и почему не стоит валить всю вину на них. В 1907 году шведский ученый Густав Дален создал устройство для зажигания сигнального огня на маяках только в ночное время или плохую погоду. Специальный зачерненный стержень в устройстве при разогреве от солнца в ясную погоду запирал газовый вентиль и тем самым выключал свет на маяках. За свое изобретение Густав Дален получил Нобелевскую премию по физике, а необходимость в постоянном присутствии на маяках смотрителей практически отпала. Но это было за 7 лет до того, как на маяке островов Фланнан несли постоянную вахту 3 смотрителя: второй помощник смотрителя Джеймс Дукат, первый помощник Томас Маршалл и ассистент Дональд МакАртур. Главный смотритель Джозеф Мур в это время был на Большой Земле в свой законный выходной. Только 20 числа он должен был вернуться на острова со снабженческим кораблем и заменить одного из смотрителей. Однако из-за разыгравшегося шторма и Рождества сроки были сдвинуты. А когда главный смотритель прибыл сменить вахтенных, менять уже было некого. Остров был пуст, кровати смотрителей остались незастеленными, кухонный стул был опрокинут, а часы остановились. Густав Дален и его устройство явно не были причастны к загадочному исчезновению. Смотрителей, живых или мертвых, так никогда и не нашли, что дало повод строить всякие фантастические теории вокруг их одновременной пропажи с одинокого острова в море. Никакой романтики. В работе смотрителя маяка, особенно в начале 20 века, было совсем немного романтики. Они обязаны были содержать маяк и все оборудование в исправном состоянии, зажигать лампы каждый вечер при заходе солнца и проверять, чтобы они всегда горели до самого восхода. До середины XVIII века огни маяков были крайне неэффективными. Чаще всего свет генерировали лампы на китовом жире, которые находились в фонаре на вершине башни. Чем больше пламя, тем лучше видно свет маяка. Все просто. К началу XIX века позади ламп начали устанавливать посеребрённые металлические параболические отражатели, а позже линзы Френеля, которые фокусировали свет от масляных ламп. К XX веку маяки перевели на проблесковый режим работы. Весь световой аппарат вращал шестеренчатый механизм, который крутился благодаря плавно опускающимся грузам внутри башни маяка. Смотритель должен был своевременно поднимать грузы, смазывать детали, пополнять запас масла в лампах или керосина в специальных калильных установках, следить за частотой отражателей, чистить фитили и так далее. Проводить все эти операции надо было, регулярно поднимаясь и спускаясь по ступеням винтовой лестницы по 8 часов в сутки. Работа была монотонной, тяжелой и ответственной. Если по вине смотрителей происходила катастрофа и гибли люди, смотрителям грозила тюрьма. Оборудование маяков в те годы было несовершенным, ни о какой автоматизации и электрическом свете и речи не было. В густом тумане огни маяка могли быть крайне слабыми. В 1899 году о скалы Каскетс разбился пароход, 124 человека погибли, капитан судна не видел света маяка и не слышал ревуна. Высокая влажность, одиночество, пронизывающий холод и рутинная работа. Когда на море разыгрывается шторм, неподготовленный посетитель маяка и вовсе будет сожалеть, что не сбежал от волн, которые могут накрывать островки и скалы с головой. Хронология событий. В декабре море особенно неспокойно. Шотландская береговая охрана 15 декабря 1900 года получила сообщение от парохода «Арктор», что на маяке островов Фланнан не было огней. Маяк этот ввели в строй только годом ранее. 23-юровый колосс вздымался над крутым обрывом небольшого, но высокого островка. При строительстве маяка, например, все стройматериалы подавались наверх 45-метрового утеса напрямую из лодки. Так вот, первым светом маяк озарил окрестности 7 декабря, а через год потух надолго. Береговая охрана не смогла экстренно отреагировать на волнительную новость с маяка, ведь на следующий день разыгрался шторм. Из-за этого запланированный на 20 число рейс снабженческого судна «Гесперус» пришлось отложить. Там ведь и Рождество, а выходить в море в эти дни никому особо не хочется. В результате «Гесперус» добрался до островов только в полдень 26 числа.
Но команду корабля и Джозефа Мура никто там не встречал. Сперва главный смотритель отправился на остров в одиночку. Входные ворота в комплекс были закрыты, как и дверь в сам маяк. Кровати не были заправлены, а заводные часы уже давно остановились. Никого из оставленных 3 смотрителей на острове не было, хотя лампы самого маяка были очищены и заправлены. Никаких знаков, наводящих на причину исчезновения людей, найдено не было. Мур и 3 матросов остались на острове, чтобы продолжить поиски улик. Вот что Мур прочитал в вахтенном журнале. С 12 по 14 декабря вокруг острова бушевал шторм, который не зафиксировала береговая служба. Судя по записям, шторм был сильный, МакАртур плакал, Дукат был раздражен, а к 14 декабря уже вся команда смотрителей молилась Богу о прекращении бури. Последняя запись в журнале датирована 15 декабря. В этот день шторм закончился, и море стало спокойным. В этот же день погасли огни маяка, и, скорее всего, исчезли его смотрители. Никаких предметов одежды или частей тел пропавших не нашли ни на острове, ни в скалах по его периметру. Мур, как единственный оставшийся смотритель, застрял на вахте на целый месяц. Заменить его удалось только в январе 1901 года. После столь утомительной вахты он отказался возвращаться на острова. Он говорил, что к концу января остров окутала гнетущая атмосфера, и он сам начал слышать голоса. Правда, это может быть вызвано скорее переутомлением. Ведь Муру приходилось работать за 3. Выводы расследования. Официальное расследование пришло к самому очевидному выводу. Всех 3 смотрителей смыло шквалом в океан. Подробную картину трагедии установить не удалось, а потому для многих такого банального объяснения оказалось недостаточно. Отец мифа о Бермудском треугольнике, Винсент Гэддис, узрел в записях в вахтенном журнале зловещий смысл. По его мнению, смотрителей несколько дней терроризировал отнюдь не шторм, а злые духи, которые были недовольны присутствием людей на островах. Карри Миллер утверждал, что общался с разными смотрителями этого маяка, а потому пришел к безапелляционному выводу: эльфы пожелали вернуть себе остров. Раньше он был необитаемым, люди обходили его стороной и боялись ночевать там. Во время строительства маяка именно мстительные эльфы подстроили падение строителя с галереи фонарного сооружения, а позже перевернули шлюпку с 4 гребцами. Шторм, который наблюдали только смотрители, был также послан эльфами. Это было их последним предупреждением. Но 3 служащих маяка не поняли намека. Думаю, говорить о том, что в эти стройные теории смогли вписать даже инопланетян, смысла нет. Куда более правдоподобной, простой, а значит и самой вероятной причиной исчезновения смотрителей была их преданность своему делу и боязнь штрафов. Люди гибнут за металл. Натуралист и историк Джон Лав в 2015 году опубликовал книгу «История маяков», где высказывался и о загадочном случае со смотрителями с островов Фланнан. Он отметил, что 2 из смотрителей раньше были оштрафованы за то, что не хранили снаряжение на острове должным образом. И в один из штормов его смыло в море. Скорее всего, этот случай отложился у них в головах. Маяк был новый, а с погодными условиями и силой бури в этих краях смотрители были плохо знакомы. Потому в следующий шторм они отправились проверить снаряжение и были смыты огромной волной. Глядя на современные фотографии острова, вы можете примерно представить, насколько большой должна была быть эта волна. Так как один из смотрителей должен был постоянно находиться на вахте, то проверять снаряжение отправились 2 человека. Но когда коллеги не вернулись, Дональд МакАртур заволновался и отправился их искать. Либо же наоборот, он увидел с маяка приближение огромной волны и бросился предупредить своих коллег. Но не успел. В любом случае, Лав отвергает тот факт, что в башне нашли опрокинутый стул и недоеденный обед. Он уверен, что эти детали, придающие налет мистики происшествию, были распространены значительно позже, в 1912 году, английским поэтом Уилфридом Уилсоном Гибсоном. «Для меня и для многих других смотрителей в этом нет и никогда не было загадки», пишет Лав. Нет необходимости ссылаться на зловещие и паранормальные теории. Это был всего лишь трагический природный акт. Тайна стала еще более популярной после того, как была увековечена в балладе 1912 года Уилфрида Уилсона Гибсона, поэта, который высказал мнение, что смотрители стали жертвами какой-то грязной игры. Баллада породила еще одну волну диких спекуляций, которые муссировали пропавших без вести смотрителей маяка на протяжении десятилетий.
Быстро была проведена аналогия между пропавшими смотрителями и исчезновением пассажиров и экипажа американской торговой бригантины «Мария Селеста», когда дрейфующее судно было обнаружено посреди океана без единого человека на борту. Из-за широко распространяемых слухов об этой тайне управлению Северного маяка было затруднительно нанимать новых смотрителей, поскольку темная тень неизвестности нависла над башней Фланнандских островов. С тех пор было предпринято много попыток пролить свет на исчезновение 3 человек, как, например, в книге натуралиста Джона Лав под названием «Естественная история маяков». В книге автор рассматривает все возможные версии о жутком происшествии и делает вывод, что мужчины, вероятно, стали жертвой огромной волны. Нет необходимости ссылаться на зловещие или паранормальные явления. Это было чисто трагическое стихийное бедствие, когда людей унесло аномально бурным морем, сказал Лав в интервью 2015 года для Sunday Post, добавив, что МакАртур, должно быть, стал беспокоиться о судьбе своих товарищей, которые отсутствовали слишком долго. Поскольку оставлять маяк без присмотра было запрещено, он, скорее всего, просто вышел поглядеть, что происходит, без дождевика, и его самого унесло волной. Лав также отметил, что смотрители не были знакомы с зимними штормовыми условиями на островах, так как маяк был построен всего за год до трагического инцидента. Как бы то ни было, исчезновение 3 смотрителей маяка оставило неизгладимый след в британской культуре, соединив в себе многие популярные романтические образы, такие как уединенный маяк, таинственное исчезновение и неукротимая стихия. Ну и Голливуд, естественно, не мог остаться в стороне от столь таинственной истории. И в 2019 году на киноэкраны вышел фильм «Исчезновение» с Джерардом Батлером в главной роли, сюжет которого основан на истории пропавших смотрителей маяка на островах Фланнан. Кстати, сегодня смотрителей на маяке нет. Он работает в полностью автоматическом режиме. Совсем как космический корабль Юрия Гагарина «Восток».